Всем привет! Очень рада, что вы заглянули на мой канал. И в сегодняшнем видео хочу показать вам, как сделать вот такую замечательную весеннюю композицию в виде пасхального кролика. Основу можно выпилить из фанеры, если у вас есть электролобзик. У меня его нет, и поэтому я буду вырезать его из картона. Шаблон вы, как всегда, можете скачать по ссылке в описании под этим видео. Резать картон удобнее канцелярским ножом. Ножницы будут оставлять заломы. Кстати, серединка в форме яйца тоже понадобится, так что постарайтесь вырезать аккуратно. Склеиваю между собой по две заготовки, так основа будет более прочной. И чтобы придать картону еще больше прочности и фактуры, покрываю его шпаклевкой. После высыхания первого слоя покрываю вторым. Тоже дожидаюсь высыхания и зашкуриваю наждачкой. Можно делать объемные узоры через трафарет, а после высыхания просто подшкурить края. Чтобы получить более ровную поверхность, наносите более тонкие слои шпаклевки и зашкуривайте каждый слой после высыхания, а уже потом наносите следующий. Для кролика я выбрала цвет слоновой кости. На таком нейтральном цвете очень красиво будет смотреться яркий цветочный декор. А можно сделать наоборот. Кролика покрасить ярким цветом, а цветы сделать светлыми и нейтральными. Для цветов мне понадобится иранский фоамиран толщиной 1 мм. Для удобства можно сначала нарезать фоамиран на квадраты, а для листьев прямоугольники приблизительно 2 на 3 см. Придаю нужную форму и надрезаю зубчики по краям. Лепестки просто скругляю. Я хочу сделать цветы нежно-розовыми, а фоамиран у меня был только белый. Поэтому я затонирую край уже вырезанных лепестков масляной пастелью. Чтобы истончить лепесток и придать ему более натуральный вид, его нужно растянуть и подкрутить. Для удобства можно сначала нагреть их на утюге, а уже потом подкручивать. А маленькие желтые лепестки просто нагреваю, чтобы фоамиран слегка подкрутился. Точно так же поступаю с листьями. При нагревании хорошо выделяются зубчики по краям. Склеивать лепестки между собой нужно немного внахлёст. И просто сворачиваю получившуюся ленту, периодически подклеивая термоклеем.
А снизу подклеиваю чашелистик. Желтые цветочки формирую прямо на проволоке. Просто подклеиваю лепестки по кругу. И точно так же приклеиваю листья. С помощью тонких гвоздиков креплю кролика к подставке. И на всякий случай фиксирую шляпки клеем. Цветы приклеиваю к самой подставке. И дополняю композицию сахарными ягодками и тычинками. Так как это пасхальный кролик, приклеиваю еще пенопластовые яйца. Нужно только убрать вот эти петельки. Аккуратно убрать не получилось, они были довольно надежно вклеены. Отколовшиеся кусочки пенопласта можно просто вклеить обратно на ПВА. Шею кролика будет украшать бант из репсовой ленты. Для шеи мне нужна более узкая лента, и поэтому я складываю ее вдвое. А сам бант буду склеивать отдельно. Края ленты надрезаю под углом и опаливаю над свечой. Осталось только склеить все части банта между собой. Листьев и цветов я сразу сделала недостаточно, поэтому пришлось вырезать еще. Из них скручиваю веточки и приклеиваю по спинке кролика. Веточки также украшаю сахарными ягодками и тычинками. Решила, что цветов как-то маловато и нужно добавить розочек. Но их я уже буду делать в виде бутонов. Оборачиваю проволоку лепестками, и для каждого бутона мне понадобится по 4 лепестка. И снизу, так же как и на большую розу, приклеиваю листики. И так сверху вниз приклеиваю бутоны. А оставшиеся пустые места заполняю тычинками и ягодками. Конечно, вы можете использовать для такой композиции уже готовые искусственные цветы, готовую зелень, ягодки, тычинки, еще какой-нибудь декор.
по вашему вкусу. Это, конечно, намного сократит время изготовления, но мне хотелось показать, как полностью сделать такую композицию своими руками. Спасибо за просмотр, мне будет очень приятно, если вы поддержите это видео лайком и комментарием. Ну а мы с вами продолжим подготовку к Пасхе уже в следующем видео. Так что не забывайте подписываться на канал и ставить колокольчик, чтобы точно его не пропустить.